очень важно, что мы сегодня собрались для обсуждения очень принципиального вопроса. Как мы знаем, в Беларуси с 2020 года произошел правовой дефолт. Конечно, мы можем даже говорить о более давнем периоде этого правового дефолта, но будем рассматривать от событий августа 2020 года. Этот дефолт продолжается до сих пор. И этот дефолт стал проблемой не только белорусов, но стал проблемой для всей Европы. По состоянию на 1 июля текущего года возбуждено 11 тысяч уголовных дел по политическим мотивам в отношении граждан Республики Беларусь. По сведениям правозащитников, которые не являются, конечно, абсолютно полными, сбор информации в тоталитарных диктаторских режимах – это тоже вызов, это тоже серьезная проблема. Так, по сведениям, которыми мы обладаем, 2300 граждан Беларуси уже осуждены. 1351 признан политическим заключенным. Это рекорд для Европы, если не в целом для мира. Это проблема, которая беспокоит нас, белорусов, и которую необходимо решать. И решать незамедлительно. И я думаю, сегодня мы как раз будем говорить об одном из инструментов, который может позволить нам продвинуться в этом вопросе. Это инструмент ответственности тех, кто совершает преступления в виде пыток, насилия, выносит политико-мотивированные судебные решения. Через незаконное задержание, принуждение к записи покаянных видео, избиения, пытки и изнасилования прошли более 60 тысяч белорусов. Не менее 10 человек были убиты. Представлять интересы подвергающихся репрессиям также практически некому. Более 70 адвокатов лишены лицензий из-за защиты невиновных белорусов. И понятно, что деятельность адвокатов сейчас носит по этим делам, да, в целом чисто формальный процессуальный характер. Они не могут влиять никоим образом ни на одно из решений, не могут использовать те инструменты, которые предоставлены и Уголовным правовым кодексом, Гражданским кодексом, процессуальным кодексом, Гражданским процессуальным кодексом, а также Законом об адвокатуре. По различным оценкам, до 400 тысяч белорусов были вынуждены покинуть родину. И они продолжают покидать Беларусь, как раз-таки в том числе из-за пыток, репрессий и из-за отсутствия возможности привлечь к ответственности виновных в этих репрессиях. Значительная часть из них хочет добиться справедливости в странах, приверженных демократическим ценностям. Это причина, по которой мы здесь. Для того, чтобы справедливость восторжествовала и в Беларусь вернулась законность. У любого конфликта такого масштаба есть только два пути решения. Либо силовой путь, путь войны, путь революции, путь каких-то судов Линча, либо путь правовой. У нас на сегодняшний день нет той армии, которая могла бы решить эту проблему силовым методом. Но очень часто меня спрашивают европейские политики о способах ее решения. Так вот, давайте, прежде чем говорить о силовом элементе, ответим европейским политикам, какие же есть инструменты и способы. Мы против самосудов. Мы можем апеллировать только к международному правосудию. Поэтому команда Народного антикризисного управления, и сейчас уже я как представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по транзиту власти, уже 2 года на всех уровнях последовательно добивается международного правосудия над преступниками режима Лукашенко. Нашими политиками и дипломатами проведены сотни встреч в парламентах, министерствах юстиции, прокуратурах, министерствах иностранных дел Литвы, Латвии, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Швеции. И этот список можно продолжать и продолжать. Огромное количество встреч.
Наши юристы, адвокаты и правозащитники при участии белорусской диаспоры подготовили и обработали десятков кейсов живущих в Польше, Литве, Чехии, Германии, Швейцарии и Норвегии белорусов, потерпевших от преступников режима Лукашенко, и подали в правоохранительные органы своих стран соответствующие заявления. Наши цели – возбуждение уголовных дел, объявление подозреваемых, выдвижение обвинений и в конечном итоге объявление в международный розыск тех, кто издевался над белорусами и уничтожал право в нашей стране. И продолжает это делать. Я еще раз хочу обратить внимание. Отсутствие ответственности дает этим людям, преступникам, возможность продолжать это делать. Это нестандартная, трудная и опасная задача. Без привлечения таких кейсов во всем мире можно пересчитать по пальцам. Мы сталкивались с тем, что далеко не каждый адвокат или правозащитник осмеливался браться за такое дело. И мы благодарны каждому, кто на это согласился. Мы сталкивались с тем, что очень многие из потерпевших боялись предоставлять документы в правоохранительные органы. И мы говорим спасибо каждому, кто это сделал. Далеко не каждый депутат или политик соглашался публично выступить в поддержку такой инициативы. И мы говорим спасибо тем, кто согласился. Однако мы столкнулись и с тем, что представители властей различных стран на встречах высокого уровня выражают свою полную поддержку, как мы любим говорить, озабоченность, серьезную озабоченность, глубокую озабоченность, очень глубокую озабоченность. Но в частных беседах признаются, что не готовы заходить настолько далеко. И именно эта неготовность принимать решительные шаги позволяет международным преступникам переходить от издевательств над людьми внутри страны к захвату самолета, торговле мигрантами, геноциду соседних народов и угрозам ядерной войны всему миру. Нами проведено много работы, но предстоит еще больше. Наша задача в том, чтобы после окончания войны высокопоставленные преступники не смогли сбежать и не смогли спрятаться нигде, потому что их ожидает международное правосудие. Нам предстоит долгий трудный путь, и мы собрались здесь для того, чтобы поделиться друг с другом накопленным опытом и вместе решить, как нам преодолеть все препятствия на этом пути к нашей цели. Но еще раз хотел бы обратить внимание, что, к сожалению, 2 года мы говорим об ответственности, которая наступит. Но эти 2 года мы живем в обещаниях. К сожалению, мы говорим о том, что все инструменты на привлечение к ответственности тех лиц, которые совершили преступления, находятся не у демократических сил Беларуси, не у Объединенного переходного кабинета, не у Народного антикризисного управления. Они находятся в конкретных прокуратурах, в судебных органах тех стран, где белорусы подают соответствующие заявления. Я сегодня хочу задать публичный вопрос. А не является ли это сговором прокуратур различных государств тот факт, что ни в одной стране, из которых я перечислил, до сих пор не возбуждены уголовные дела, до сих пор не направлены повестки в Беларусь тем лицам, которые подозреваются в совершении преступлений? Я задаю вопрос как белорус, у которого двоюродный брат был подвергнут пыткам, которому на голову одевали мешок и били 50 раз палками. И в суде он заявил об этом. И были сняты побои. Но судья отказался принять к рассмотрению этот случай. Доколе это будет продолжаться? Сколько еще необходимо смертей, пыток, издевательств, чтобы те органы правосудия в странах, где мы находимся, наконец-то начали действовать? Зачем нам ООН, если ООН не может остановить войну? Это сказал президент Зеленский. Я не президент, но я спрашиваю, зачем нам конвенция ООН по противодействию пыткам, если ни в одной стране эта конвенция не действует?
Давайте признаемся, она не действует. Страх, лень, безволие. В чем причина? В чем причина, почему прокуроры не хотят действовать и использовать свои инструменты? Я надеюсь, что те дела, которые возбуждены, все-таки дойдут до финала, и лица, которые совершили преступления, будут наказаны. Это принципиально важно не только для белорусов. Это принципиально важно для Европы. Если Европа это не сделает, она сама погрязнет в безволии, в отсутствии справедливости и возможности добиться правосудия. У меня также возникает вопрос, почему мы ничего не слышим по разбирательству уголовного дела по факту захвата самолета, которое произошло в мае 2021 года. Кто-то слышал в последнее время информацию, что идут допросы, что идет следствие. Опять это дело лежит под сукном. Может быть, мы слышим с вами об уголовных делах, которые были возбуждены по фактам миграционной войны, когда тысячи нелегальных мигрантов свозились, и, кстати, продолжают свозиться к границе Беларуси с Польшей, Литвой, Латвией и вбрасываются на территорию этих государств. Неужели я, как бывший посол, зная о том уровне контактов, которые были у пограничников приграничных стран, неужели они не знают, кто совершает эти преступления? Неужели они не знают, кому нужно направить повестки? Кого необходимо привлекать к ответственности за смерти тех же мигрантов? За этот ужас, который творится на границе. И он никогда не остановится, если не будет действовать правосудие. Прошу прощения за столь эмоциональное выступление, но 2 года – это уже слишком много. Белорусский народ не может ждать еще 2 года. А не только белорусский народ, мне кажется, и Европа. Я надеюсь, что мы сегодня сможем с вами обсудить эти проблемы конструктивно и найти общее решение тех шагов, которые нам необходимо предпринять, чтобы сдвинуть фактически с мертвой точки эту ситуацию.